Всем привет, это Foodstorm, я Антон Романов. Готовим блюдо из раскусителей. Томленые говяжьи щечки с перлота. Морковь, лук и чеснок уже нарезаны произвольно, они нам понадобятся для томления. А вот, собственно, и щеки. Снимаем ножом верхнюю соединительную ткань с жиром. В самих щеках также есть соединительная ткань, но от нее избавляться не обязательно. Мы будем томить мясо больше 4 часов, так что коллаген превратится в желатин и станет мягким. И это относится ко всем соединительным тканям. Что бы вы ни томили, через 4 часа прожилки начнут становиться мягкими. Теперь немного обжарим мясо для более насыщенного вкуса. Обязательно солим и перчим его отдельно. Также я добавляю немного сладкой паприки. Когда мясо уже хорошенько обжарено, заливаем его водой. Теперь переливаем в кастрюлю и последним кусочком собираем всю прелесть со сковородки. Урок о том, как помыть сковородку щечками. Закидываем овощи, тимьян, лавровый лист, перец горошком. Доводим до легкого кипения. Появляется пенка, но пускай она вас не смущает, это белок. Оставляем томиться на 6 часов на маленьком огне 90 градусов. Переключаемся на приготовление перлота. Для начала нарезаем мелко лук-шалот и чеснок. Также у нас наготове лисички, готовая перловка, сливки 22%, холодное сливочное масло, концентрированный говяжий или куриный бульон, тертый пармезан и белое вино. Нагреваем сотейник. Добавляем немного оливкового масла и закидываем лук-шалот. Он должен зашипеть при попадании в сотейник. Жарим, но не даем сгореть. Легкая золотистость, вот что нам нужно. Заливаем вино, через минуту закидываем перловку и добавляем бульон так, чтобы он просто еле покрыл перловку. Греем и выпариваем до вот такого состояния. Теперь залетают тимьян и сливки. На медленном огне греем 2-4 минуты и засыпаем пармезан. Следующим идут грибы. Через 2 минуты начинаем постепенно закидывать холодное сливочное масло и интенсивно помешивать. Почему сливочное масло должно быть холодным? Это для того, чтобы жир эмульгировался, а не оставался плавать жирными пятнами отдельно от перлота. Мешаем до полного растворения масла. Доводим до вкуса солью, пока не будет вкусно. Переходим к овощам. Тонко нарезаем морковь и кабачок на мандолине. Также у нас есть чищенный чеснок, стручковый горох и помидорки, которые пойдут в духовку. Все нарезано и готово жариться. Вернемся к мясу. Пускай вас не смущает, что я убрал его в одной кастрюле, а теперь достаю из другого сотейника. Мне понадобилась та кастрюля для других целей. Мясо достали, процедили бульон и отдельно в бульон закинули морковь. Можно, кстати, туда чеснок добавить, только не из бульона, а новый. Пробиваем все в блендере, и вот вам шикарный соус к мясу. Переливаем его в сковородку, немного солим, перчим и выпариваем 2-3 минуты, чтобы он был более концентрированный. Прямо сюда закидываем мясо, обваливаем и пока что откладываем. Теперь жарим овощи. На сковороде топим сливочное масло на 180 градусов. Растопилось, закидываем все овощи, кроме помидоров, и жарим 1-2 минуты. Чтобы придать легкий вкус горелости, обжигаем овощи горелкой на сковороде, а помидоры в духовке на 200 градусов 3 минуты. Выкладываем перлота, овощи, мясо, соус, помидоры и немного обжигаем их. Это комплексное приготовление. Ресторанные блюда чаще всего готовятся в несколько этапов. Долгое томление, заготовка перловки впрок, уже нарезанные овощи, и когда приходит заказ, остаются только последние этапы приготовления. Поэтому к нам блюдо приходит уже примерно через 20 минут. Надеюсь, информации не было слишком много и вы смогли все усвоить. На этом все. Ставьте лайки и займитесь едой. Это был Foodstorm, и я Антон Романов. Пока.